Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Привет, наши дорогие друзья! Вы на канале Отес, и сегодня у нас экспериментальное видео, экспериментальный выпуск. Мы искали заброшку в выселенку. Мы хотели найти именно такую заброшку, в которой будет остаток хоть какой-то мебели, какого-то обихода. Это будут не голые стены для того, чтобы провести что? Наши любимые ритуалы с детства, ребята. Сегодня мы попробуем несколько ритуалов зазывания пьяного гномика, да? Матерного гномика. Матерного гномика. На самом деле это шок-контент для нас, потому что мы в это не верим. Мы не хотели даже за это браться никогда, хотя мы уже 1,5 года снимаем, и у нас всегда это вызывало такой типа антипатию. Даже когда нам про это писали, мы всегда говорили, да ну это нафиг, такая да. ерунда. Но сегодня мы решили все-таки попробовать, поэкспериментировать. Вы знаете нас, что мы не будем придумывать и ставить какие-то постановы, что мы будем показывать все как есть. И сегодня мы вызываем пиковую даму, матерного гномика и дух Чарли. Дух Чарли, кстати, нам посоветовала Ксюша в телеграм-канале. У вас тоже была такая возможность, дорогие наши. Но мы собрали 3 эксперимента, самые популярные, самые, наверное, интересные и те, которые на слуху. И пойдем проверять, что из этого выйдет. А я уже разузнала, куда можно пробраться. И это отсылочка к тому, что я не трусливая. Вот для нее, например. Ты не трусливая. Так я никогда не говорю, что ты трусливая. Я говорила только, что раньше тебе это было не так интересно. Ну, снимать, это же пока было... ты не втянулась. Это же было когда? Ну, в общем, ребятки, она вам все сейчас рассказала. Я надеюсь, что я немножко в этом видео поговорю. Тоже. Надеюсь и жди. Да, надеюсь и жди. В общем, все, выдвигаемся, наша хорошая. Страшно? Даже интересно, что получится. Ну, не знаю. Я, как всегда, вот пока мы не дойдем до места, я еще накручу себя, а потом отпущу ситуацию и релаксну. Скорее будет так. На самом деле, ребята, если не задумываться, не страшно. Но если начинаешь себя нагнетать, то становится немного страшновато. Но вы с нами, поэтому пойдем. Почему в детстве нам не было страшно? А у детей нет чувства самосохранения, потому что они познают мир. Не, ну это понятно, но просто я вот вспоминаю, я помню там какие-то стуки, шкребки были. То, что карандаши эксперимент, ты же бежала тогда, тебе было страшно, значит. Ты же рассказывала, что ты была самая маленькая, и ты убежала. Вот, значит, было страшно. А с других вариантов я не убегала. Ну вот пошли, посмотрим, убежали ли сегодня. В общем, ребята, это разовая акция, я так думаю, что это просто развеять миф или развеять наши детские такие шалости. Рабочий этот эксперимент или нет. В общем, погнали. Ребята, это капец. Вот так вот выглядит домишко, в который мы сейчас будем пробираться. Да, тут еще ходят люди. Вокруг ходят люди. Вот такая вот, ребятки, заброшка. Мы сейчас полезем. Сейчас я вам покажу. Вон туда. Вон туда, ребятки, мы сейчас полезем. Фух, на улице холодно. Дико причем. Фу, ребята, мы пробрались вот через это окно. Тут воняет говно. Тут бомжатня, капец просто, ребят. Сейчас, давай. Тут реально туалет. Здесь кто-нибудь есть? Теперь, ребята, нам надо найти какую-нибудь комнату, где мы сможем провести данные эксперименты. Икона на окне стоит. Ой, блядь. Здесь пахнет так. Сыростью воняет.
Шмоток сколько, ребят. Фу, гадость какая. Здесь отвратительно. Здесь, наверное, общага была, мне кажется. Секонд-хенд. Здесь секонд-хенд. Нет, здесь на полу секонд-хенд. О, какая лестница. Иди вперед, свет. Ребята, жесткач. Здесь просто везде помойка. Просто везде. Там окна выехать. Либо это был детский садик, слушай. Тут просто наклейки выхода. Очень похоже на общагу. Нет, я думаю, общага была. Наклейки выхода. Очень похоже на общагу. Там. О, душевая, я же говорю, общага была. Похоже. Может, здесь где-нибудь. На втором этаже там окна не забиты. Всё, нет. Получится. Пол смят. Ой, блядь. Что тут? Все завалено. О, кстати, смотри. Может, здесь реально? Смотри, здесь заколочено, есть зеркало. И здесь заколочено. Может, в этой комнатке давай? Ну давай попробуем. Капстец. Вещи. Дофига причем. Конечно, странный выбор обоев для меня. Помолитесь. Здесь какие-то прям жили. Может, типа баптисты. Ну, тут и, кстати, запах этих кадил. Кстати, Марта, слышишь? Тут перемешан запах сырости и кадила церковного. Да? Ты что, не чувствуешь? Нет. Вот этими благовониями, ну, которые в церкви используют. Прям очень пахнет. И прямо здесь и вызовем. Да, давай здесь. Ну, тем более, знаешь, в чем прикол будет? В том, что будет ли в намоленной квартире, типа, Да. что-то Ребят, проявляться. Да, давайте попробуем именно здесь. Конечно, здесь не очень приятно находиться, и запахи тут. Здесь вообще не желают очень приятно лучшего. находиться. Тоже иконы. А ты крест видишь? Крест. Пипец. Жесть какая. Вот это мы удачненько зашли. Вайлдберрис. Столько игрушек. Здесь 100% какая-то баптистская семья жила. Мне почему-то кажется. Даже новые карты купили. Видите, как женщина подготовилась? Вот это вот все, ребятки, это не сборище алкоголиков, это проведение экспериментов. Блин, мы в такой ловушке сейчас на самом деле. Вообще нет выхода. Здесь выход только один, ребят. И если мы в домой, она к нам придет, я не знаю, через какую дверь мы будем выходить, ни через какую выходить.
Пиковая дама. Так, 13. Я, ребятки, Даже свою помаду свою взяла. А какую? Не взять чужую? Блин, жалко. Потом придется все Ну, равно заточу срезать. потом. Давай, рисуй. 13 ступенек. 13 ступенек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А наверху, Дверь. так, дверь с ручкой. На ручку это похоже? Похоже. Ребят, почему мы еще решили сделать это в выселенке, именно в выселенке? Потому что здесь был живой дух, но здесь уже никто не будет жить. Соответственно, никому опасность это нести не будет. Ни нам и нашему жилью, ни каким-то людям, которые здесь могут жить или обитать. Поэтому мы решили сделать это именно в выселенке. Ребята, оставили чуть-чуть совсем свет, потому что иначе, если его полностью вырубать, вообще ничего тогда не видно. Да, только отражение. Пиковая Дама, явись. Пиковая дама, явись. Пиковая дама, явись. Может так, чтобы она отражалась. Ну, этот огонь колдобается. Потому что здесь сквозняк. Тем более окно. По мне полное говно. Ну, ребят, мы стояли минуту где-то, и ничего не произошло. Сказали, что нужно подождать в эксперименте, но Ну, сколько же можно мы ждать? же не будем 20 минут здесь Да. сидеть. Пиковая дама, явись. Пиковая дама, явись. Пиковая дама, явись. В общем, и давайте на этот раз вообще без света. Пиковая дама, явись. Пиковая дама, явись. Пиковая дама, явись. Нереально начал. У тебя не затуманивается? Нет. Смотри чисто на дверь. Можно либо на дверь, либо на лестницу. Это от свечи идет.
Слышишь, Селен? Это за нами психиатрия уже едет. Наверное. В общем, ребят, не работает. Не знаю, может, конечно, не то место. Мне кажется, это опять-таки очень классная сценарная работа великих режиссеров. Либо же, я не знаю, откуда пошло эта вся система с этой пиковой дамой, плюс еще карты, но я думаю, что это где-то 19 столетие, может быть, какой-то писатель. Я это думаю, придумал. я монтирую видео, может быть, вставлю историю каждого эксперимента, откуда это пошло. Я думаю, будет интересно и вам, и будет интересно нам подробнее об этом узнать. Да. Вот. Но в итоге, может быть, это место, может быть, конечно, это наши отношения несерьезные с тем, что мы это не воспринимаем как реально что-то опасное. Возможно, поэтому это не сработало. Но мы считаем, что это не сработало, потому что это полная лажа. Хотя свечка, она так потрясывалась, но здесь вот просто огромный сквозняк. Ну, не я еще огромный, скажу, но... есть такой эффект, вот кто знает, вот когда вот такие, знаешь, эти штуки такие на журналах, когда ты так вот это Да. и оно типа у тебя вызывает картинку. И я сейчас так всматривалась в этот, вот в саму эту дверь, да, и когда ты очень пристально смотришь в полутьме во что-то, у тебя все превращается в туман. Ну, то есть, Ну, размывается, да. расплывается. Я пыталась вот, как бы увидеть, может быть, в этом тумане реально что-то будет. Но на самом деле вообще ничего не было. То есть потом фокусируется глаз, и опять же вот эта вот дверь, опять же вот это вот. Да. Мне кажется, это просто игры разума, ребята. Да. Вот и все. Стирать будем? Да, давай, стирай, как полагается, снизу вверх. На всякий случай, чтобы она нас там не это... Грохот не слышно? Да я ногой шелестнула. Хрень вместе с домом. Не, конечно, эксперименты это прикольно, но не продумано. Ребят, сделаем немножечко ремарку. На пол не будем ставить, очень грязно, плюс много где на полу изгажено, скажем так. Вот, поэтому мы поставим здесь, у зеркала. Я думаю, что... В какашечном мире, да, сейчас находимся. Я думаю, что это, если что, гномика не спугнет. Конечно, нужно соблюдать полные ритуалы, как они есть, но будем довольствоваться тем, что мы имеем. Ну, спать мы не сможем лечь. Матерный гномик, приходи к нам чаю попить. Матерный гномик, приходи к нам чаю попить. Матерный гномик, приходи к нам чаю попить. Просыпаться уже можно? Ребят, ну вы поняли, да? Ни топота, ни грохота. Во-первых, ездят машины, ребята. Да, ладно, давайте переходить к следующему ритуалу.
срочно закрыть в комнате все окна и двери. Лучше делать этот ритуал одному. Когда уединитесь, начинаем вызывать Чарли. Чарли, Чарли, ты тут? И смотреть на верхний карандаш. Если дух придет, то карандаш будет двигаться в сторону «да». Некоторые пользователи отмечают, что у них Чарли пришел только после того, как его позвали на английском языке. Ну давайте пробовать, ребята. Дверь тогда закроем. Раз того требует эксперимент. Странная дверь. Еще есть. За шторкой, ребят, дверь. Там еще вторая есть дверь, но ее нету, как бы, поэтому будем считать, что ее нет. Так. Нет. Нет. На русском или на английском надо было писать? Я думаю, мы сначала сделаем на русском, попробуем русскими буквами на русском языке. А потом мы попробуем на английском языке. А я бы сделала крест-накрест русский и английский. Ну, yes, yes, no. Давайте сначала на русском все-таки. Так, вот так. И вот. Чарли, Чарли, ты здесь? Чарли, Чарли, ты здесь? Чарли, Чарли, ты здесь? Не, ну как бы ты позвала, ничего не происходит, поэтому... Сейчас еще на английском позовем. Так, как будет на английском? Ты здесь? Ребятки, меняем бумажку Нет, давай попробуем на еще раз. английский. Нет, давай сразу на английский, давай, потому что мы уже позвали и ничего не произошло. Поэтому, если в этом смысл, я не вижу. На английском будем. Вот, ребятки, карандаши балансируют полностью. А что по итогу? Мы будем какой-нибудь вопрос задавать? Тут не нужно вопрос задавать. Просто его позвать и все? А, ну можно потом задать, наверное. Ну, не знаю, посмотрим. Ты думаешь, он придет? Спросим, how are you? Ты видела, что сейчас произошло? Charlie, Hello. are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Давай поставим. Charlie, Charlie, are you here? Это бессмысленно. Это все бессмысленно, что мы делаем, Вот. если что-то пошло. Нет, вот, сейчас вот пускай она стоит ровно. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, where are you? Are you here? Come to us, please. В общем, ребят, я думаю, вы все видите сами. Да? Поэтому что? Поэтому этому эксперименту тоже минус. Сегодня у нас один сплошной дизлайк, ребята. Все-таки нет ничего лучше карандашей. Да.
Либо, может быть, на самом деле в этом месте ничего просто нет, потому что оно, судя по тому количеству икон здесь и Новых Заветов и Библий, скорее всего, оно на самом деле очень намолено, и здесь жили очень верующие люди, поэтому есть вероятность, что здесь ничего нет только из-за этого. А я придержусь другой стороны. Я, наверное, скептиком стала жестким, потому что это все детские забавы, которые, скажем так, тому человеку, который это придумал, приносят дополнительный доход. За свой креатив человек получает неимоверное количество видео, заснятых на эту тематику. Он это, скорее всего, запатентовал и получает патент, допустим, от видео. Поэтому, как и все остальное. То есть я думаю, что действительно лучше наших карандашей, когда мы конкретно приглашаем кого-то, там, домового, то есть какую-то сущность определенную, которая всем известна, да. А вот эти вот все там пиковые дамы с картами, ребята, это смешно лично для меня. Вот так вот. Я буду скептиком в этом плане. Ну, да, мы хотели проверить. Мы проверили, мы дали вам новый контент, новую почву для размышления. На этом мы будем заканчивать, подводить итог, потому что продолжать я не вижу смысла вообще никакого. Мы не слышали вообще никакого звука, даже несмотря на то, что мы в городе, тут ездят машины, плюс там уже, пускай там уже 12:30, наверное, ночи, но, соответственно, как бы нету тут ни шорохов, нету тут ни каких-то топотов или еще чего-то. Если бы эти эксперименты были рабочие, я думаю, хоть один из 3 как-то себя бы показал. Поэтому судите сами, ребят, мы не будем, конечно же, навязывать вам свою идею и свое мнение, все остается, опять же, на ваше здравое рассуждение. А на сегодня мы будем заканчивать. И обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, делитесь им в своих социальных сетях. Ну и, конечно же, переходите в группу ВКонтакте, мы вас будем там рады видеть. Всем пока, до скорых встреч, пока-пока.